университета City University of New York по вопросам паралимпийских видов спорта и адаптивных видов спорта. И совсем недавно Райан также вошел в исполнительный комитет Национальной баскетбольной ассоциации баскетболистов-колясочников США. Что ж, давайте начнем. Today we have the unique opportunity to learn about the tremendous work Ryan is doing. So Ryan, we'll give you the floor. И сегодня у нас уникальная возможность познакомиться с той громадной работой, которую проводит Райан. Итак, слово Райану. Ryan, over to you. Thank you. First of all, thank you for having me. This is a great opportunity to talk a little bit about adaptive sports and some of the work that we've done with RINA and the Russian-American Foundation in the way of wheelchair basketball and adaptive sports during this time. I thought we've worked on a really kind of creative project using the circumstances that we had. And so happy to dive in, tell a little bit about my story in regards to adaptive sports, but also talk about inclusion from a greater perspective as well. Что ж, большое спасибо за то, что вы меня позвали на сегодняшнее мероприятие. Для меня большая честь участвовать. Я хотел бы вам рассказать о том, каково мое видение ситуации с адаптивными видами спорта. Я расскажу также о наших совместных проектах, которыми мы занимаемся с российскими коллегами. Немного расскажу вам о собственной истории своей жизни, а также мы поговорим о том, что для меня в широком смысле слова означает инклюзия. Okay, Ryan, can you tell us what inspired you to play sports? Did you have a role model? Райан, а что вас вдохновило на то, чтобы заняться спортом? Был ли какой-то пример для подражания у вас? What really inspired me to play sports was my family. I come from a big family, and we always played baseball, basketball, and football. So that was kind of my where I grew to love sports. Ну, меня вдохновила моя семья. У нас принято заниматься разными видами спорта. Это бейсбол, баскетбол, американский футбол. И именно вот это спортивное окружение меня вдохновило на занятия спортом. When and how did you discover wheelchair basketball? А как вы узнали о существовании баскетбола на колясках? I really discovered wheelchair basketball kind of by accident. There wasn't a lot of opportunities for youth with disabilities to play sports. And so it was just, luckily, something was in the newspaper and my parents found out about it and really pushed me to try it. Честно говоря, я узнал об этом виде спорта случайно. Дело в том, что в те годы, на которые пришлось мое детство, у молодых людей с инвалидностью было не так много возможностей заниматься разными видами спорта. Мне, можно сказать, повезло. В газете мои родители натолкнулись на публикацию об этом виде спорта, обратили мое внимание на этот вид спорта, и так я в него попал. That's interesting. Did you try any other adaptive sports, or it was and is basketball only? Очень интересный ответ. Скажите, пожалуйста, а вы пробовали заниматься другими адаптивными видами спорта, или вот вы начали заниматься баскетболом и до сих пор им продолжаете заниматься? I tried other sports such as track and field and swimming, but like basketball was kind of like love at first sight. Я пробовал заниматься другими видами спорта, легкой атлетикой, плаванием, но баскетбол для меня это была любовь с первого взгляда. What is it about basketball that attracted and keeps attract you? А что именно привлекло вас в баскетболе и продолжает привлекать? I think what attracted me to basketball was the feeling it gave me. I felt like I
I stuck out for all the right reasons with my peers. Ну, меня прежде всего привлекли ощущения, которые мне дал этот вид спорта. Думаю, что понятно, что по определенным причинам я выделялся среди сверстников. Yeah, and if I could add one other thing, I think when you're a youth with a disability, everybody always looks at you for what you're not able to do. And basketball was something I was able to do well. So it really gave me a lot of confidence, which increased my love for the game. И еще один важный момент. Если ты совсем молод, и если у тебя есть инвалидность, то у тебя есть ощущение, что люди обращают внимание на те вещи, которых ты делать не можешь. А вот баскетбол – это как раз то, что у меня очень хорошо получалось и получается. И этот вид спорта дал мне чувство уверенности. Думаю, что с этим также связана моя любовь к этой игре. Of course, that's understandable. But you spent 10 seasons playing professional wheelchair basketball in Europe, and now you're playing for National Wheelchair Basketball Association. Can you tell us a bit more about this experience, both in Europe and in the United States? If there's any difference or it's similar, just tell us about it a bit more. Что ж, очень интересный ответ. А теперь я хотела бы спросить вас о вот тех 10 сезонах, которые вы провели в европейском баскетболе, выступая там в профессиональных командах. А я знаю, что сейчас вы выступаете в Национальной баскетбольной ассоциации баскетболистов-колясочников США. И вот, может быть, вы могли бы рассказать вот об этом опыте. Чем отличается европейский баскетбол и вообще ваш европейский опыт от американского? Yeah, so the similarity is they're both great versions of wheelchair basketball, really super high level. Сходство заключается в том, что и там в баскетбол на колясках играют на высочайшем уровне, и там высочайший уровень этой игры. In Spain and France, they have a professional model, which we don't have in the U.S. But the U.S. has a model that gets kids playing the game all the way to adults. So a more robust opportunity. В Испании и во Франции у этого вида баскетбола есть профессиональный статус. В США ситуация иная. В США этот вид спорта не имеет профессионального статуса, но есть свои плюсы. В США такая модель, которая позволяет детям с самого раннего возраста быть вовлеченными в участие в этом виде спорта, и так вот поэтапно они принимают участие в разных категориях. Так что можно сказать, что наша американская модель тоже очень хорошая и такая твердая, прочная, жизнестойкая. What mindset and skill set are needed to become a professional wheelchair basketball player? А чтобы стать профессиональным игроком в баскетбол на колясках, вот какие качества нужно иметь и еще какие ментальные, умственные качества также для этого важны? That's a great question and a really complicated one, but it is really just a persistence in your passion, and a constant work ethic. And I think the higher the level you go up, the more detail focused you need to be at that level, because I'll let him translate that part first. Замечательный вопрос и очень сложный вопрос, Нина. Я думаю, что самое главное – это страстно любить этот вид спорта и быть настойчивым в этой своей страсти. Еще один не менее важный момент – это рабочая этика, умение концентрироваться на этом занятии, и чем выше уровень, на который ты переходишь, тем важнее умение сосредотачиваться на деталях этого вида спорта. Yeah, and the devil is really in the details, in the sense of you really have to be conscientious of your training, your diet, your recovery,
and different things like that. So to be a professional athlete in wheelchair sports, whether it's basketball or another wheelchair sport, is very similar to an able-bodied person becoming a professional athlete. It's a full-time commitment. И, как говорится, дьявол кроется в деталях. То есть очень важно обращать внимание на самые разные детали профессиональной жизни спортсмена. Это и диета, и особый режим тренировок, и умение восстанавливаться после нагрузок. Иначе говоря, это профессиональный вид спорта, и в этом смысле, вот, что касается баскетбола на колясках и других адаптивных видов спорта, то вот в том, как атлеты должны профессионально относиться к своему делу, эти виды спорта ничем не отличаются от тех видов спорта, в которых участвуют атлеты без инвалидности. How old were you when you started playing basketball? And were you planning to become a professional at the very beginning, or it just, happened later? А сколько вам было лет, когда вы начали заниматься баскетболом? И планировали ли вы, когда вы только начинали, стать профессионалом? Или это понимание уже пришло позже? I started playing when I was around 10 or 11 years old. Had no idea that I could be a professional wheelchair athlete. For me, I come from a family that we had 12 brothers and sisters. Ooh. And so that translates wild either way. Ну, я начал заниматься, когда мне было, наверное, лет 10-11, и когда я только начинал, у меня ни малейшего не было представления о том, что когда-то я смогу заниматься этим профессионально. Но я вырос в спортивной семье. Представьте себе, нас 12 братьев и сестер. So for me, I always wanted to get my college paid for, and I wanted to have a chance to go to college. So my mom was a college professor, so she really kind of stressed that at the beginning. Even though I had a disability and I had some learning challenges, that I was still going to be somebody that she expected to go to college. So for me, I thought that was great exchange, go to college, get a scholarship. But the idea of being a professional athlete was, I mean, it would be the equivalent of me as a 10-year-old thinking I was going to the moon. Но с другой стороны, ведь занятие спортом для многих из нас – это дорога в колледж. А я с детства нацеливался попасть в колледж, причем именно по стипендии. И дело в том, что моя мама преподаватель колледжа, поэтому вот именно на такую дорогу она меня и настраивала. При этом в детстве у меня были некоторые сложности с усвоением материала, поэтому все это было для меня непросто. Так или иначе, когда лет в 10 я начал заниматься этим видом спорта, если бы мне кто-то сказал, что я стану профессиональным баскетболистом-колясочником, тогда я скорее бы поверил, что мне предстоит полет на Луну. But it happened anyway. And a professional of the higher class, it's just an amazing career. Но это произошло, и вы стали профессионалом высочайшего класса. У вас просто удивительная, блестящая карьера. Yeah, I consider myself very fortunate to have had those opportunities, and the way it's impacted my life it would be hard to summarize because just so many things positive came from that. But I think I'm more happy with the work that I'm doing now, supporting future individuals with disabilities and their goals. Yeah, да, мне очень повезло. Я считаю, что многие возможности мне стали открыты благодаря этому. И дело в том, что профессиональный баскетбол на колясках открыл такое количество возможностей в моей жизни, что мне очень сложно все перечислить. И я очень рад, что так сложилась моя жизнь, но еще больше я рад той работе, которую я выполняю сейчас, потому что она в первую очередь связана с тем, чтобы давать
путевку в жизнь молодым ребятам, спортсменам, у которых есть инвалидность, и то, что я делаю, в общем, им помогает в их становлении. And I guess it brings us to the next question, which I was planning to ask, and it's about the Ryan Martin Foundation. Can you please tell us about it? What's the goal? What are the current projects? Everything is interesting about this foundation for us. Please tell us. И это подводит нас к следующему вопросу. Это вопрос о вашем фонде Райан Мартин Foundation. Каковы цели этого фонда, каковы проекты, которыми вы сейчас занимаетесь? Дело в том, что все эти аспекты вашей деятельности нас особенно интересуют. The goal was really simple. It was to try to provide youth with disabilities the same access to sport that I had. I believe sports for anybody, whether you're disabled or not, provides you great things such as communication skills and leadership skills. And I think most importantly, it teaches you how to lose. Ну, главная цель – это предоставить возможность ребятам с инвалидностью участвовать в разных видах спорта. Это та возможность, которая была в свое время у меня, и моя цель сделать так, чтобы она была у многих ребят с инвалидностью. Очень важный момент, касающийся занятий спортом. Ведь на самом деле неважно, вы спортсмен с инвалидностью или без инвалидности, спорт учит вас очень многим вещам, учит лидерству, учит коммуникации. А еще один очень важный момент – спорт учит правильно проигрывать. Yeah, well, it's a very important quality and a skill to learn how to lose. Yeah. Are you coaching young people yourself, or you have some coaches at the foundation? How does it work? How the foundation deliver its projects? Да, действительно, очень важное свойство, умение проигрывать. А я хотела бы спросить, как именно осуществляется работа вашей организации? Вы сами тренируете ребят или скорее ваш фонд отвечает за то, чтобы предоставлять других профессиональных тренеров ребятам, спортсменам? So I do a little bit of everything. When you start a foundation, there's always something to be done, whether it's fundraising, marketing, publicity, and actual coaching as well. But we have a great complement of staff members that really do a great job of working with our kids. So I've been really fortunate, the team around me, to help us deliver programming to kids. Я делаю все понемногу. Я участвую в фандрейзинговых мероприятиях, то есть сборе средств. Я занимаюсь рекламой, маркетингом, продвижением наших программ. Также немножко тренирую. Но я должен сказать, что у нас есть прекрасные сотрудники, прекрасные участники нашей команды, на которых я могу положиться в самых разных вопросах. И в этом смысле я тоже очень везучий человек. Yeah, well, you are lucky because you started it, I guess, to start with. What advice would you give to those interested, from youth to a professional individual, to learn more and get started with adaptive sports or wheelchair basketball in particular? Что ж, я думаю, что вы такой везучий, потому что, прежде всего, вы сами сумели все это организовать. Я хотела бы вас спросить, вот если молодые люди, если ребята интересуются адаптивными видами спорта, то вот откуда им лучше всего начинать? Откуда они могут получить информацию о баскетболе на колясках и о других видах адаптивного спорта? I think the most important thing is to just get started. My advice for a kid who wants to, play in the Paralympics or be a professional wheelchair athlete, just get started, right? And
you know, if you fall in love with the game and you have those opportunities, that's great. But I think it's important to realize how challenging that is to be able to arrive at that level. Ну, если это вас интересует, я думаю, что очень важно уметь начать, вот приступить к процессу тренировок, самое главное. И если даже вы в какой-то момент мечтаете попасть на Паралимпиаду, ну или вообще стать профессиональным спортсменом, все равно ваша главная задача суметь начать. А затем, я полагаю, у вас появится любовь к нашей игре или к другим видам спорта. Кроме того, на этом пути вы, конечно, осознаете, насколько это трудная задача, насколько это серьезный вызов в вашей жизни добиться весомых профессиональных результатов. Но если у вас есть настоящая страсть, я уверен, что вы не свернете с этого пути. As well, if I might add, for parents that are thinking about getting their kids involved in adaptive sports, I think encourage them to do so. I think sometimes parents are a little bit apprehensive, but I think it's one of the best things you can do for your child with a disability. И еще я хотел бы обратиться к родителям. Дело в том, что некоторые родители немного опасаются адаптивных видов спорта, но я абсолютно убежден в том, что одна из лучших вещей, которые вы можете дать своим детям с инвалидностью, это поддержать их в этом их начинании. Yes, I'm sure that parents and young people who are interested in being engaged in adaptive sports, and also some professional athletes who could, provide some advice and support and networking. Where can they find this advice? Where can they network? Where can they share their, concerns and get a very qualified, good advice, not discouraging them, but rather encouraging to get started? Да, я считаю, что участие родителей очень важно, тут вы правы. А кроме того, мне кажется, очень важный аспект – это поддержка со стороны профессионалов, тех, кто уже добился чего-то важного в этих видах спорта. И в этом смысле я хотел бы поинтересоваться, где, на каких платформах или, может быть, ресурсах можно получить помощь, советы, поддержку от профессионалов адаптивных видов спорта. Ведь очень важно, чтобы ребят, которые начали заниматься, чтобы у них не возникло разочарование. Важно их поддерживать в этом их начинании. Great question. So I think what does it is talking to other parents who are further along in that journey. I think one of the things we try to do at the Ryan Martin Foundation is we try to have our current parents be advocates to help us foster this opportunity for other folks. I think once you see the glowing testimonials from like current parents, it becomes a really easy decision to make. Что ж, прекрасный вопрос. Я думаю, что полезно разговаривать с другими родителями, особенно с теми, кто уже чуть дальше прошел по этому пути. И это вот очень важный тоже, на мой взгляд, аспект работы Ryan Martin Foundation. Мы работаем с родителями, которые готовы выступать, которые готовы делиться своим позитивным опытом, потому что именно это приоткрывает дверцу для других, когда есть позитивный пример, когда видно, каких результатов можно добиться, это всегда поддерживает тех, кто только встает на этот путь. Yeah, that's a great mission. Absolutely needed, very much needed for everybody. Андрей? Да, действительно, это очень важная миссия, которая очень полезна для всех. I was very happy to attend the first, maybe it's not the first, but my first conference, Sports Unites All,
online this year. And I know that another conference is coming just in a few days. Please tell us about this initiative, Sports Unites All. I think it's very much in this dimension that you just talked about networking, about support, about encouraging, but that initiative is global, right? Sports Unites All. Я очень рада была совсем недавно поучаствовать в первой для себя онлайн-конференции, организованной инициативой Sports Unite All, или «Спорт объединяет всех». И я знаю, что совсем скоро, через несколько дней, пройдет аналогичное мероприятие. Мне кажется, что это вот как раз та платформа, которая выполняет те важнейшие функции, о которых вы только что говорили. Это поддержка примером, советом, это возможность поговорить с теми, кто дальше прошел по этому пути, возможность нетворкинга. Не могли бы вы поговорить об этой инициативе? So Sports Unite All has been a great project working with the Russian-American Foundation to, during these difficult times where everything is kind of restricted as far as COVID, to provide individuals who are, at the heart of all hearts, athletes, the opportunity to, just virtual content, whether that deals with like physical fitness or, more of the X's and O's of wheelchair basketball. But definitely a project that was designed due to the circumstances of the last year. Да, вы совершенно правы. Действительно, это глобальный проект, и в этом одна из ключевых позитивных его функций. Это проект, который объединяет наши страны, США и Россию. И по большому счету толчком к созданию проекта Sports Unite All стала непростая ситуация, в которую мы все с вами попали вот в течение прошлого года. И контент, который предоставляет эта инициатива, эта платформа, является виртуальным. В этом его плюс. Доступ к нему можно легко получить. Какого рода информация предоставляется в рамках этой инициативы? Это как какие-то общие фитнес-тренировки, так и прицельные тренировки для занятий конкретными видами спорта, в частности, баскетболом на колясках. Well, I should compliment, and I was so much impressed. It's such a wonderful, excellent quality, inspiring cases, speakers, just everything was of the perfect quality, and it's an inspiration, really. Thank you for this particular initiative. It's a great partnership and a great job. Ну, я хотела бы поблагодарить вас конкретно за эту прекрасную инициативу. Я считаю, что это прекрасно выполненная работа, прекрасная инициатива, все на высочайшем уровне. И прекрасные спикеры, и те кейсы, которые разбираются в рамках этой программы, все это в высшей степени способствует тому, чтобы мы все этим вдохновлялись. Yeah, and I would be remiss not to thank the Russian-American Foundation with Rina and Jaden and Eric for all their work that they did. We really just brought the wheelchair basketball expertise, but they really brought a global perspective and kind of an understanding how to navigate some of those waters. So, they deserve as much credit, if not more than we do. But we were happy to try to scramble to come up with something that was meaningful and impactful for people who were without a lot of options. Yeah, truly. Да, я хотел бы поблагодарить и Российско-Американский фонд, Russian-American Foundation, и его сотрудников Рину, Джейдена, Эрика, потому что именно их вклад очень важен для того, чтобы у нас все получилось. Мы со своей стороны привнесли какие-то, возможно, скорее спортивные аспекты, связанные с нашим видом спорта, с баскетболом на колясках, а вот глобальное видение, глобальная перспектива
исходит от Russian-American Foundation. И я очень рад, что то, что у нас получается, действительно очень важно, действительно имеет большое значение, прежде всего, в деле предоставления возможностей тем, кто часто оказывается этих возможностей лишен. Yeah. Thank you. It's a great initiative, really and truly. Спасибо, действительно, это просто великая инициатива. Ryan, I don't know how you managed to do all this, but you're also advising for the City University of New York Athletic Conference on the Adaptive Sports Program. And how did this program come about? And where do you hope it to move, this particular program? Райан, совершенно не представляю себе, как вы все успеваете, но помимо тех своих обязанностей, о которых вы нам рассказали, вы еще являетесь советником программы City University of New York, Нью-Йоркского городского университета по адаптивным видам спорта. Вот не могли бы вы рассказать о вашей деятельности в рамках этой программы, что это за программа и каковы ее основные параметры? So within the NWBA, there are 17 collegiate wheelchair basketball programs. В Национальной баскетбольной лиге баскетбола на колясках 17 программ, ассоциированных с учебными заведениями, колледжами. And so CUNY offered an opportunity for me to help them design a competitive adaptive sports model in New York City. И университет Нью-Йорка предложил мне сотрудничество, предложил мне помочь им создать модель вот такого спорта для... То есть это модель для адаптивных видов спорта, в частности, для баскетбола на колясках. CUNY has a tremendously high amount of students with disabilities. And so it was a unique opportunity to structure a program that hasn't been duplicated across the United States. В университете CUNY City University of New York очень много обучается студентов с инвалидностью, и я увидел в этой программе возможность разработать такую программу, которая отвечает всем самым современным требованиям, предъявляемым к этим видам спорта. И такой программы пока в других учебных заведениях нет, там они пока ее еще не скопировали. But there are plans for that, yeah, to duplicate this program, this approach. Но они планируют скопировать, да? Yeah, absolutely. So the idea is this program offers students with disabilities a chance to get an education, play sports, and different things of that nature. So it's the expansion is going to happen within New York City because of the density of the population. But it's been a tremendous challenge, especially considering the COVID environment that we've all been under the last year. Да, совершенно верно. Эта программа пока уникальна, но я полагаю, что она будет, ее основные пункты будут переняты другими учебными заведениями. Ну, дело в том, что суть этой программы в предоставлении возможностей как образовательных, так и возможностей заниматься спортом. И Нью-Йорк очень большой город, там высочайшая плотность населения, поэтому понятно, что и другие заведения в других частях города также нуждаются в аналогичной программе. При этом надо сказать, что сейчас не самые простые времена, и особую сложность, конечно, сейчас представляет ситуация с ковидом. Yeah, that's understandable. Ryan, you mentioned
the modern ways the wheelchair sports are developing. I wanted to ask you about the wheelchair sports technology. How has it changed? Well, in your personal experience, maybe when you started and when you're a professional now. Ну, Райан, вы уже говорили о том, что самые разные виды спорта на колясках модернизируются, и я хотел бы спросить вас о технологиях в этих видах спорта. Вот как бы вы сопоставили те технологии, которые имеются в распоряжении атлетов-колясочников сейчас, и как бы вы их сравнили с теми, что были, когда вы только начинали? It's changed tremendously. The quality of equipment is chairs are faster, chairs are lighter, but they are very expensive. And so the cost associated to having the right equipment for an athlete can get really high. Очень сильно изменились технологии. Сейчас имеется снаряжение просто высочайшего качества. Сами коляски стали быстрее, легче, и это же означает, что они стали стоить дороже. И в этом смысле стоимость оборудования для занятия этими видами спорта весьма высока. Mm-hmm. In the U.S., we've got some organizations that help athletes and their family finance equipment. Probably most notably the Challenge Athletes Foundation, which is based out of California. But when you start looking at a global perspective, especially in more developing countries, Mm-hmm. The acquisition of equipment is a huge barrier to sport. Oh, yeah. Этот вопрос решается по-разному. Вопрос дороговизны оборудования. Так, например, в США самые разные организации помогают в этом смысле с финансированием. Вероятно, одна из самых известных организаций такого рода – это Challenge Athletes Foundation, которые базируются в Калифорнии. И можно сказать, что так или иначе в нашей стране есть разные варианты решения. Сложнее ситуация обстоит в развивающихся странах, где зачастую спортсменам-колясочникам очень непросто получить доступ к современному снаряжению. So spreading the word, spreading this information, success stories, and all this really tremendous work you are doing through your own experience and through your foundation, it helps people to learn more, to educate more people, both those who need the adaptive sports and who can support it, right? Получается, что то, чем занимаетесь вы рассказываете людям о успешных примерах занятий этими видами спорта. Вы вдохновляете заниматься адаптивными видами спорта как своим личным примером, так и тем, что вы создали такую организацию. И получается, что вот этот пример, та просветительская деятельность, которую вы ведете, она нужна и для того, чтобы вовлекать новых юных атлетов, привлекать их к занятиям спорта, так и вы распространяете эти сведения, и те, кому может быть интересно поддержать эти проекты, также с вашей помощью узнают о существовании этих видов спорта. Yeah, so the awareness is the biggest piece, right? Making sure that kids and families know that their opportunity is there. And even aside from that, individuals who are a little bit older but acquire their disability later in life. So I think awareness is the big piece. Да, информация, знание о том, какие есть возможности, это для нас краеугольный камень. И эта информация, доступ к информации, это очень важно как для детей с инвалидностью и вот для семей, где есть такие дети. Но должен заметить, что это важно и для людей постарше, может быть, для тех, кто стал инвалидом по какой-то причине в более поздний момент своей жизни.
Yeah, and I think the media coverage that the Paralympic sports are getting, and you start to see kind of mainstream global brands such as Nike and Coca-Cola and groups like that begin to really shine a light on the adaptive sports space. And so I think that's a really positive thing. I think the amount of coverage that we're going to see of this Paralympics, especially because there's no fans in person, will go a long way as well. И еще один очень важный аспект – это внимание к паралимпийскому спорту. Очень важно, на мой взгляд, то, что сейчас медийное покрытие этих видов спорта расширяется, а кроме того, очень важные компании, спонсоры Nike, Coca-Cola обращают внимание на паралимпийские виды спорта, и я считаю, что это очень важно, и это нужно всячески приветствовать. Я полагаю, что вот на предстоящих паралимпийских играх в Токио мы все увидим также с вами эту тенденцию, в общем, еще и потому, что на этих играх не будут присутствовать зрители в зале. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, that's a very difficult time for any program right now. How you managing during the COVID time? You're doing a lot of projects, a lot of programs, and how are you delivering your programs right now when people are mostly locked down or just stuck in their homes? Сейчас очень трудные времена для самых разных программ, потому что ситуация с ковидом все еще далека от идеальной, и у вас очень много программ. Как вы все-таки умудряетесь их осуществлять, несмотря на все препятствия, несмотря на то, что локдауны продолжаются, и люди в основном продолжают сидеть дома? Yeah, so we've had to do quite a bit of all of our work, whether I'm talking about RMF or CUNY, doing things virtually. We're starting to open up ever so slightly as vaccines roll out here in the US, but the protocols that are in place are quite extensive, but we're hoping as vaccines continue to roll out, this is going to be more of we'll be able to return to more in-person activities. Mm-hmm. And right Да, now... действительно, чем бы мы ни занимались, будь то RMF, Ryan Martin Foundation, или деятельность в City University of New York, и там приходилось действовать удаленно, но сейчас постепенно ситуация меняется. Кажется, есть позитивные подвижки по мере того, как продолжается вакцинация населения. Да, все еще необходимо соблюдать протоколы, эти протоколы весьма обширны, но, тем не менее, ситуация выправляется, и мне кажется, что прогресс не за горами. Tell us a bit about your new role, the vice chair of the association, the Wheelchair Basketball Association. What is your role? What does it take to be a vice chair? Я хотела бы спросить вас также о вашей новой должности, о вашей новой роли. Вы сейчас являетесь заместителем председателя Национальной баскетбольной ассоциации баскетбола на колясках. Вот каковы ваши функции в этой новой роли? Yeah, so my role within the NWBA is more to help grow the game and keep the organization financially healthy. Ключевые задачи в NWBA, за которые я отвечаю, это планировать рост этого вида спорта, а также отвечать за то, чтобы организация и вообще этот наш вид спорта оставался, скажем так, в добром здравии, в финансовом смысле. Mm-hmm. And what is the future of adaptive sports? How can you see it, the future of adaptive sports? Or wheelchair basketball, if it's easier. Каково будущее адаптивных видов спорта и, в частности, баскетбола на колясках? And that's one of those type of things we look at, at the NWBA. We have some great leadership now
with our CEO, Will Waller, who is a former U.S. basketball Paralympian. И именно этими вопросами мы занимаемся в NWBA. Наш глава, господин Уоллер, это также в прошлом очень известный баскетболист, который многого добился за годы карьеры. I think the most important thing is how adaptive sports can continue to thrive after the pandemic. You know, and I think that remains to be seen. I think, you know, most adaptive sports are nonprofits. Самый главный аспект – это сделать так, чтобы и после пандемии адаптивные виды не совсем. Понятное дело в том, что этот вызов, связанный с пандемией, это, в общем, конечно, беспрецедентная ситуация, потому что независимо от того, какого типа твоя организация, коммерческая или некоммерческая, всем так или иначе не просто преодолеть нынешнюю ситуацию. И как ее преодолеет наша сфера адаптивных видов спорта, это тоже пока не совсем очевидно. My hope ultimately is that, you know, after I think adaptive sports and, you know, wheelchair basketball specifically will rebound long term. And I think, you know, as long as we can get more individuals to continue to play, create some awareness, that's the goal. And, you know, and I feel the same way in Russia as, you know, the Sports Unite All was really about like, what can we do in the short term to make sure long term sports return, you know, better than they were before. And so that is my hope. But I think a lot of that is going to rest on, you know, financial circumstances of the NGBs. Ну, я надеюсь, что наши виды спорта после пандемии смогут такой совершить качественный скачок. Это будет серьезный рост. Почему я на это надеюсь? Ну, потому что мы над этим работаем. Мы информируем общественность, мы стараемся привлечь внимание разных групп к тому, как важно развивать эти виды спорта. И именно этим занимается Sports Unite All. И я считаю, что благодаря этим видам деятельности мы сумеем вернуться к спорту после пандемии в еще лучшем качестве. Но по большому счету все тут зависит от того, как мы сможем решить финансовые вопросы. И здесь также важно, как разные организации сумеют себя проявить. Oh, yeah, it's a very difficult question and a challenging time for sure. And of course, education, raising awareness, as you mentioned, and also partnership, right? Good partnerships are of major importance in that tasks. Да, действительно, это трудный вопрос. Сейчас непростые времена, и я полагаю, что ключевыми факторами успеха здесь являются информирование, просветительская деятельность, а также партнерство, в том числе международные партнерства. Вот еще один, как мне кажется, залог успеха. I think it's going to come down to financial. I think organizations that are able to have solid budgets and continue to fundraise and continue to have the financial resources necessary will rebound rather quickly. Otherwise, you know, groups that aren't maybe as financially strong or adaptive sports programs that don't have a lot of financial backing, I think will struggle a little bit longer than the others. Я считаю, что все упирается в финансовую сторону вопроса. Те организации, у которых имеется солидный бюджет, те организации, которые успешно продумывают фандрейзинговые программы, решают эти вопросы. Я считаю, что их ожидает рост после пандемии. Те же, у кого проблемы с финансовой ситуацией, те, кто не очень хорошо
представляет себе, каким образом изыскивать средства на свою деятельность, вот им придется, ну, по-настоящему побороться за свое существование. Yeah, that's very true. Absolutely. Да, совершенно верно. I can see that we have here Regina from Russian-American Foundation. Regina, maybe you will join us? I'm Ну, я here, вижу, thank что you. с нами Регина из Russian-American Foundation. Да, здравствуйте. Regina, can you tell us something about your joint plans? No, thank you. Нина, мне очень приятно, большое спасибо, что я нахожусь здесь. Я горжусь, что я работаю в одной команде с Райаном Мартином. Nina, thank you so much. I'm really happy that I'm here right now, and I'm also honored that Ryan and I are parts of the same team. У нас совместные проекты, и они очень успешные. И мы надеемся, что после пандемии они еще дальше вырастут. And we have joint projects. They're very successful, and I'm pretty sure that after the pandemic, they will continue growing. Thank you, Ryan. Thank you so much for everything that you are doing. Райан, большое спасибо за все, что ты делаешь. Спасибо вам. Спасибо, Ниночка. Yes, that's an amazing partnership. And as I said, when I first joined the conference, it was like eye-opening, and I was so touched and I was so inspired by the tremendous job that you are doing. It's really, and very high quality, all those videos, training videos. How did you develop this video with athletes, wheelchair athletes? How it is done? Что ж, это прекрасно, и для меня это был опыт, который просто открыл мне глаза и вдохновил. Я была очень тронута тем, что я увидела, когда вот впервые поучаствовала в мероприятии вашей инициативы. А еще один момент, которым я была просто потрясена, это удивительное качество тех материалов, которые там выложены. Как вы этого добились? Как вам удалось сделать видеозаписи для поддержки тех, кто занимается баскетболом на колясках вот на таком высоком уровне? That content series was actually a collaboration on another project between the NWBA, the Challenge Athletes Foundation, and Nike. When Sports All got involved, it was really a great opportunity to take this content, translate the language, and just give the content a new life as far as impacting folks, you know, in Russia. Mm-hmm. Ну, контент, вот то, что вы увидели, начинка, это на самом деле продукт другой коллаборации. Это был совместный проект NWBA, фонда Challenge Athletes Foundation и компании Nike. Вот они разработали эти ролики, этот контент, а задача Sports Unite All была уже, если угодно, в том, чтобы этот контент предоставить в том числе и русскоязычной аудитории. Была осуществлена работа по переводу, и вот таким образом мы добились таких результатов. It was amazing, and I was thinking how timely and how good it was for those. We mentioned the COVID impact on people and on athletes and wheelchair athletes, and it was a great way to keep them training, to keep them learning, to keep them engaged. All those videos. Что ж, очень здорово, что была осуществлена эта программа, и, нужно сказать, она появилась очень своевременно, ведь мы уже говорили о том, как ситуация с ковидом повлияла на всех, и в том числе на атлетов-колясочников. И благодаря этому проекту у них была прекрасная возможность продолжать занятия, продолжать свои тренировки.
Yeah, listen, I think it was a great opportunity, and I think that that content got a lot more use and a lot more views than initially we might have thought when we designed the scope of the project. And so I think it's great. I think, you know, we all realize, you know, globally within the adaptive sports world that we're going through tough times. So, you know, great to see all these different groups collaborating on in, you know, such difficult circumstances. Да, действительно, это прекрасная возможность. И, честно говоря, мы поняли, что этими роликами их просматривают, ими пользуются в гораздо большем объеме, в гораздо большей степени, чем мы изначально это предполагали. Что еще здорово, хорошо, что в такие трудные времена мы нашли возможности объединить наши усилия и помогаем тем, кому действительно нужна помощь, тем, кому не так просто продолжать занятия адаптивными видами спорта. So what kind of societal impact adaptive sports can have, Ryan? Какого understanding? Какого рода влияние на общество в целом адаптивные виды спорта, по вашему мнению, могут иметь, Райан? So listen, I think throughout the annals of history, sports has changed the way our society views things, whether it's based on race or gender or another, you know, another protected class or another pillar of diversity within society. Ну, вы знаете, если смотреть на историю, мы видим, что очень часто были ситуации, когда спорт менял видение в глобальном смысле, и это позитивное влияние, менялось восприятие целых значимых групп людей, и это речь тут и о расовых категориях, и о гендерных категориях. В значительной степени борьба за права представителей этих категорий осуществлялась благодаря тому, что в спорте мы видели позитивные примеры. I think adaptive sports can change people's hearts and minds in regards to individuals with disabilities. And I think adaptive sports helps you change your mind or your paradigm in regards to people with disabilities. But I also think that permeates into education and other employment and other aspects of life. You know, I think that's the biggest thing adaptive sports does. I think it changes perception, creates some awareness, and creates more opportunity for inclusion. А самое главное, в чем заслуга адаптивных видов спорта, они меняют восприятие общества, они меняют и сердце, и душу, и разум людей, потому что меняется восприятие людей с инвалидностью, меняется в целом вся парадигма. И, конечно, это не только спорт, тут еще и образование. То есть спорт влияет не только на восприятие, но и на какие-то такие практические сферы, практические аспекты жизнедеятельности. Меняется ситуация в образовательной сфере, меняется ситуация в сфере занятости, отношения меняются к людям, и это самый главный аспект, вот такой вот информационный, если угодно. Yeah, it's so noble and so important. Ryan, coming back to your family, you mentioned 12 sisters and brothers. Did they all go into sports? Are there any other professional athletes in your family? Что ж, все это очень благородно и очень важно. Райан, вернемся к вашей семье. Вы сказали, что у вас 12 братьев и сестер. Все ли они занимаются спортом? И, может быть, есть кто-то еще, кто добился каких-то значимых успехов на этом поприще? So my parents adopted kids with various disabilities. And so for me, I've always been in an environment where everybody's a little bit different, and I'm really comfortable with that.
I have some family members that play sports. I think I'm probably the best one, I hope. My nephew, kind of the next generation, is a really good multi-sport athlete, but I think I hold the crown right now. Oh, that's Ну, great. знаете, мои родители, они усыновляли и удочеряли детей с инвалидностью, поэтому вот такой интересный аспект, когда я находился дома, то получалось, что каждый был немножко по-своему особенным, и поэтому мы все чувствовали себя дома очень комфортно. Что касается спортивных достижений, ну, наверное, пока все-таки корона остается у меня, если считать братьев и сестер, хотя многие из них занимались спортом, а если говорить о следующем поколении, то вот многообещающими выглядят успехи моего племянника, он занимается самыми разными видами спорта. So the dynasty will be continued, and I wanted to ask you about your personal professional dreams. What are your you accomplished so much and so many, but you definitely have some dreams. Can you share? Что ж, династия продолжится, а я хотел бы спросить вас о вот ваших личных спортивных мечтах. Вы уже столько всего сумели сделать, очень многого добились, но при этом я уверен, что и это не предел, и у вас есть мечты. Я надеюсь, что вы можете с нами поделиться ими. Wow, that's a great question. Give me a second here. Прекрасный вопрос, нужно подумать. So I think it's providing long-term societal change, right? After I'm no longer working with kids one-on-one, can we set up a structure that continues to allow the programming to happen? Наверное, главная мечта – это долгосрочные позитивные изменения в обществе. И тут я стараюсь над этим работать, но моя мечта – это вот в тот момент, когда я, например, прекращу заниматься с детьми один на один, чтобы существовала прочная структура, которая сможет работать и без моего непосредственного участия, чтобы просто это вошло в норму, чтобы это вошло в повседневный обиход. What kind of advice? I think that's my long-range goal. I'd like to see long-term, well after I'm gone, the groups that we've started still have that impact. Конечно, вот это самая главная долгосрочная мечта, чтобы даже когда меня уже не будет, чтобы все равно эта система продолжала работать. Вот то, что мы начали, чтобы это осталось надолго. I can see how you work with kids and with your colleagues on realizing your dreams and your impact. It's very visible. I can see you doing this. But what kind of advice you are giving kids who are starting their way? Что ж, и я уже вижу результаты, конкретные плоды вашей работы, они весьма-весьма заметны. А какие советы вы даете детям, которые делают? Really simple. I try to tell them to use sports the right way. Use sports to empower you to be successful in other aspects of life. Make sure academically you're doing what you're supposed to and things of that, because ultimately that is the thing that's going to impact their life the most. As much as I've done sports and traveled the world and things like that, the best thing that I've gotten is my education. And so we try to foster that type of mindset. Mm-hmm. Ну, очень простой совет я даю. Нужно уметь разумно воспользоваться спортом. Нужно эти возможности, во-первых, увидеть, во-вторых, реализовать, и, в-третьих, сделать все, что называется, по уму, потому что, вот мой пример, мне повезло в том смысле, что спорт помог мне получить в том числе и образование. И я считаю, что именно на это нужно обращать внимание в первую очередь. То есть нужно уметь ухватить те возможности, в том числе образовательные, которые дает спорт. Mm-hmm.
Ryan, I'm sorry if I forgot, but this adaptive sports program at the City University, when did it start? Is it a recent initiative or it's going for a while? А как давно началась программа поддержки адаптивных видов спорта в Нью-Йоркском университете? Это уже довольно давняя программа или это началось совсем недавно? It's been over the last 2 years, so it is a relatively new initiative. Последние 2 года мы этим занимаемся, так что это относительно новая инициатива. And it was one of the first of that kind, as far as I understood, or just the first. Это самая первая программа такого рода или одна из первых? So there are other programs, but to scale in capacity, no. Есть другие программы, но по масштабу они все-таки уступают нашей. And how do you see this program, well, let's say in 10 years? А где вы видите эту программу через 10 лет, скажем? I think the goal is the same as it is with, as I mentioned previously, it's to make sure long-term this is helping people in a manner that allows them to get their education, allows them to play basketball at the same time, but puts them on a different life trajectory. Ну, цель та же, о которой я уже говорил, в долгосрочной перспективе, чтобы эта программа давала возможность получить качественное образование, при этом продолжая заниматься баскетболом. Нужно сделать так, чтобы менялась траектория жизни, если так можно сказать, в позитивную сторону. That's a university program, and are there any programs of that kind for schools, for children of that age, of the school age? Are there any programs like that? Это университетская программа, а есть ли аналогичные программы для школ или для детей школьного возраста? No, usually it's community-based. Like there's an external group, like the Ryan Martin Foundation, or there's numerous across the United States within the NWBA. So it's more of a community capturing a team amongst one state, one region, and things of that nature. Нет, обычно это какая-то общественная организация, ну, такая, например, как Райаном Мартин Foundation, и мы обращаем внимание на какую-то одну конкретную команду в конкретном штате или в городе и курируем ее. Вот такая пока схема. Okay. Before COVID, I guess you were a frequent guest at schools. I think that they invited you very often, the schools. До ковида вы ведь часто были гостем в школах, они все время вас приглашали, так ли это? Yeah, that's still my favorite thing to do is, kind of hold discussions in a classroom, and kind of talk about the foundation and talk about what we've done for some of our athletes and different things of that nature. Yeah, absolutely. Ну, это the best parts of my job. Это и сейчас одно из моих любимых занятий и, пожалуй, один из любимых аспектов моей деятельности. Мы продолжаем встречаться со школьниками, и я рассказываю о нашей деятельности, о том, как именно Райан Мартин Foundation помогает атлетам. I guess it's a wonderful experience for everybody who are lucky to join you at such meetings and such activities. You are a real inspiration. Ну, я полагаю, это прекрасный опыт для тех, кому выпадает счастье поучаствовать в дискуссиях с вами, потому что я просто вижу, какой вы прекрасный мотиватор, как вы умеете вдохновлять людей. Thank you. It's been a pleasure to talk about the Sport Unite All and the work that we've had with the Russian-American Foundation and trying to make the best of these difficult times. Что ж, большое спасибо. Для меня огромное удовольствие было поговорить о деятельности Sports Unite All и Russian-American Foundation и о том, как
важно сейчас изыскивать возможности и поддерживать тех, кто занимается спортом в это трудное время. Thank you, Ryan. Thank you very much for that. I have last question. We have just few minutes. When, if you know, you probably know, when and how the wheelchair basketball was invented, when it started. Что ж, Райан, большое спасибо. У меня последний вопрос. Когда и как именно был изобретен баскетбол на колясках? Как это произошло? So is this a little bit of a trivia question? See what I know. Но это как в телешоу вопрос, да, в игре. I'm sincerely interested. I Но realize мне действительно это интересно, потому что я поняла, что я не знаю ответ на этот вопрос. So, from my knowledge, То есть it started in after World War II here in the United States because hospitals, medical people were trying to give individuals who suffered injuries in battle an outlet, right? And sports is normalcy. And so that's kind of where it began here in the US. So you're looking at the late 1940s, early 1950s. вот из того, что я знаю, я скажу, что это началось после Второй мировой войны, когда помощь нужна была тем, кто вернулся с войны с увечьями, и вот в госпиталях, в больницах поняли, что спорт – это дорога к возвращению, это путь к возвращению в нормальную жизнь. И вот именно тогда, в конце 40-х, начале 50-х годов, и появился этот вид спорта как такой путь назад к нормальной жизни. What a story. It was definitely worth to ask. Ryan, thank you. Thank you for knowing it, and thank you for sharing the answer. Что ж, какая удивительная история, и теперь я понимаю, что я не зря спросила. Райан, огромное спасибо за этот ответ и за то, что вы поделились этой историей. And thank you very much for being here, for sharing all this wonderful information. Thank you for doing it. It's a tremendous, amazing job, and the best of luck with it. Что ж, и большое спасибо за то, что вы сегодня с нами поговорили и вдохновили всех нас, поделившись с нами этой информацией. И я желаю вам всяческих удач на вашем пути. Он очень важен для нас. No, thank you very much for this opportunity to talk about the project and talk a little bit more about adaptive sports. It's been a great hour. Thank you. Что ж, спасибо вам за то, что вы предоставили мне возможность рассказать о наших проектах, о нашей деятельности, об адаптивных видах спорта. Я считаю, что это час, который мы очень хорошо с вами провели. Спасибо. And see you very soon at the American-Russian Foundation Conference on April 15th and 16th. И до скорой встречи на конференции American Russian Foundation 15-16 апреля. Yeah, absolutely. Looking forward to it. Да, и я тоже жду этого с нетерпением. Huge thanks. Большое спасибо. Bye-bye. Bye-bye. До свидания.